all the things we have done was between, you know, BTS and ARMY. So, you know, there are too many things like going around like out there, but I just want to just not to pay attention and just on this album and the things we're gonna do next year, like with you guys. Let's hug all day, all night. Так, ну давайте продолжим дальше, да. Нам Джун ясно дал понять в одном из прошлых прямых эфиров, что внешний шум будет громким. Вот. Наше внимание сосредоточено на всех прекрасных вещах, которые они готовят для армии. Конечно, ну, например, что хочу сказать по поводу Тэхёна, естественно, его лайф наделал шума. В общем, знаете, об этом очень много говорят, да, какой он смелый, он вышел и сказал хейтерам, да, вот оставил послание для хейтеров, он стал своим лайфом ближе к своим фанатам. Ну, показал, что касаемо его лично, да, он там переехал. Также он сказал о группе, что они там готовятся. То есть, ну, явно как бы внес вклад. Что касаемо себя, что касаемо группы, в общем, да. И, естественно, об этом много говорят. Почему бы и нет? У BTS будет грандиозное возвращение, и кто не может, ну, не сможет его затмить. Вот. Намджун еще в прошлом году сказал, все, что мы делали, было между BTS и армией. Сейчас много всего происходит, но я просто хочу, чтобы вы игнорировали это, сосредоточьтесь на альбоме и на том, что мы будем делать с вами в следующем году. Это он еще в прошлом году сказал. Он сказал, что много хейта и будет много хейта, да, потому что... В общем, знаете, я хочу сказать, я много кое-чего такого встречаю, что касаемо группы BTS. Вот, например, повстречала, что, в общем, многие говорят, BTS это как бы уже прошлое, да, переверните страницу, очень много молодых талантливых исполнителей, дайте им дорогу. И, ну, в принципе, все ссылаются на то, что BTS легенда, в хорошем смысле, в плохом смысле легенда, но, в принципе, об этом речь, вот. И, естественно, те, кто молодые, они, я не буду говорить здесь, даваться какие-то подробности, зависть здесь работает или что-то еще, в общем, да, возможно, кто-то равняется на них, возможно, кто-то и завидует, в общем, но что касаемо молодого поколения группы BTS, да, здесь противоборство есть, это видно, в общем, и пусть даже, возможно, это через кого-то, ну, я в плане того, что затрагивает группу BTS, но могут и делать, в общем, да, новое поколение, скажем. Это чисто мое мнение, и я как бы не жду от вас, там, допустим, какого-то согласия со мной, либо несогласия. Просто я высказала свое мнение на основании того, что я, в общем, вижу, что пишут в социуме и так далее. Ну, давайте достанем. Здесь была вот карта король мечей, да, вот такая карта. Карта может говорить о жесткости какой-то, злости, деспотичности, а вообще карта дипломатии. Она очень тесно связана с дипломатией. Ну, в общем, да, в тему может быть все, что мы делали, было между BTS и армией. Да, и вот сейчас они будут выступать, в общем, их выступление 21 марта, и много пишут об этом. Ну, например, какой будет от них репертуар, какие будут песни, и то, что они записали даже во время армии, там, 2024 год, будут какие-то песни. Так что мы ждем трансляции концерта. А давайте вот Намджун, я его смотрю на него, вы тоже вот видите. И я хочу задать вопрос от вас, дорогие подписчики. Есть ли хейт в сторону группы BTS сейчас на данный момент? Вообще какой-нибудь там есть или нет? Рыцарь кубков. Вообще я хочу сказать, такая карта вышла, она вообще, естественно, это карта разговоров. Она может быть связана с разговорами, может быть связана с какими-то неприятностями, с неприятными разговорами. Но, в общем, карта перспектив каких-то и труда в радость.
Вот, в общем, что сказать. Хорошая карта, рыцарь чаш, все их ждут, император вышла карта. Эта карта может говорить в негативе, может и о какой-то зависти, и, например, тоже может быть карта связана с нарушением каких-то. Ну, например, знаете, вот есть что-то, подготовили, прописали, установили, в общем, спланировали, и карта может в негативе говорить о каком-то дисбалансе, нарушении чего-либо. Да, есть. Ну, например, даже в этой карте может быть хаос, ну, например, нарушение контроля, потеря контроля, может быть, да, беспорядок какой-то. Но вообще карта может... император, это может быть глава чего-нибудь, да, и это же лидер нам говорил, может быть карта об этом, защита в этой карте. И вот как раз лидер, и он защищает свою группу, в общем, да, вот пятерка жезлов, это карта коллектива, речь о коллективе, смотрите, как карты. Пятерка жезлов, император и рыцарь чаш. Вот карты в тему вышли и говорят, например, о какой-то конкуренции. По пятерке жезлов часто проходит тоже может проходить в негативе конфликты, споры, борьба за что-то, ну так как конкуренция. Ну, как-то, скорее всего, наверное, в тему вопроса считала группу. И, например, вот три карты могут говорить, ну, конечно, в этих трех картах есть соперничество. Ну, наверное, скажем, и в первой, второй, третьей карте вот есть что-то похожее, конкурентность и соперничество. Но также в трех картах есть, например, сила воли, защита, например, да, пробиться, потрудиться, в общем, да, в этой карте. И самое главное, например, вот если рыцарь чаш, пошла карта, она может говорить о вере какой-то, да, и вот как для армии, верьте, в общем, да, верьте в них, они трудятся и готовы вот по рыцарю чаш дать какой-то контент. В общем, я думаю, так карты говорят. Дальше Мин Хиджин в сторис заявление о наложении средств на депозитный счет HYBE. Заявление о наложении ареста на депозитный счет HYBE. Мин Хиджин в сторис. Да ладно, она вышла в сторис и такое дала, да, вот никак тетка не успокоится. Не дают парням спокойно камбэк сделать, да. Повлияет этот арест на камбэк и чем он чреват для парней. То есть она проинформировала, что только заявление она там написала, да, или она, может, думает только, да, вот карта вышла. Карта Шут. Шут гороховый, это баба, да. Вот гляньте, вот тему, Шут гороховый, это баба, точно. А вообще, может, карта говорит, это же, знаете, по Шуту открыться всему миру. И вот ее пост, как раз, вот она открыла своему миру такое достижение, написала заявление о наложении ареста на депозитный счет HYBE. Карта легкомыслия своего рода, да. Но понятно, знаете, в этой карте свобода такая, да, вот почувствовала раскрепощение. Но карта, это же Шут. В ней есть такое, знаете, и глупость, и легкомыслие. И вот этот, я думаю, пост, он вообще лишний как бы, да. А потому что вот карта вышла реального голода, да. Можно много рассказывать о этой карте, в эту тему. Но вот слово вот выскочило так, вот реального голода вот с ее стороны. А это вот карта у нас шестерка жезлов, вот она может говорить, сейчас как бы она чувствует, это карта успеха, и она чувствует по этой карте, карта победы, ну, шестерка жезлов, что она вот победа, процветание, в общем, какое-то. Вот она чувствует сейчас, например, такой подъем, да, и, например, если ей, то есть она не могла почувствовать раскрепощение, вот прям четко три карты на это намекают, раскрепощение какое-то в плане этого, то она сейчас так вздохнула, в общем, и как бы, я теперь вот, ну, например, могу поделиться своими какими-то достижениями в этой ситуации, как дальше дело продвигается и чего, ну, по ее мнению, возможно, она достигла, да. Да, вот эти карты. Ну, вообще три карты, как бы, знаете, ну, вот эта пятерка, как бы, Пентаклей, она может
говорить о каких-то ошибках и усилий, и, например, самонадеянности, что, допустим, ее там поймут, оценят, поддержат, в общем, в этом, да, что она там, вот, Мин Хиджин в сторис, да, в Инстаграм. Да ладно, блин, курица, что сказать, да? Ну, хотя мы не должны так говорить, мы не знаем всей там кухни, что там происходит, да. И Тэхён нам сказал, я, в общем, не принимаю чью-либо сторону, и я в это не вмешиваюсь. Как бы, я так понимаю, у него своих дел полно, он занят, в общем, еще в этом копаться, да. Тэхён говорит, что переехал в новый дом,